Привет, мои дорогие друзья, и добро пожаловать в Саудовскую Аравию. До сих пор не могу поверить, что я здесь, но это так, и я безумно рада, несмотря на то, что вчера был первый день, и он был просто сумасшедший, начиная с того, что мне потеряли багаж, и заканчивая тем, что я несколько часов не могла заселиться в отель. Я сейчас еду забирать свой багаж, и чуть попозже подробнее расскажу, что со мной произошло. Пока вам покажу место, где я все-таки остановилась. И вот мой вид из окна. Но сегодня я уже пойду в другое место. Вот, все покажу, расскажу и увидимся. Ну что ж, расскажу, что со мной произошло за эти 3 дня. Если честно, то я практически ничего не снимала, потому что они были очень суматошные. Как я уже говорила, что мой багаж задержался, он остался в Шардже, где у меня была пересадка всего 15 минут, и мне прислали багаж только на следующий день. И также в течение 3 дней я пыталась сориентироваться относительно жилья, потому что это оказалось немножко сложно. Я больше ориентировалась на локацию и на стоимость, поэтому за все эти 3 дня я поменяла 3 отеля. Сейчас я нахожусь в Airbnb. Посмотрела очень много отелей, и что я поняла, так это то, что все отели выглядят одинаково. Я сейчас покажу. Здесь немножко беспорядок. Большая кровать. Обычно большое пространство, но оно пустое. Вот серьезно, у меня здесь практически ничего нету, кроме кровати. И также у меня там гостиная, я не буду ее показывать. Там телевизор, диван и кресло. И цены варьируются обычно, вот насколько я поняла, то где-то 55, 70, наверное, 80 долларов за ночь. Примерно такие цены, и это причем считается как 3 звезды. Если вы хотите посмотреть что-нибудь покруче, поудобнее, то, конечно, это будет достаточно дорого. И, конечно, немножко не ожидала, что цены будут настолько высокие. Но на самом деле вот эта квартира, в принципе, достаточно, несмотря на то, что здесь очень все минимально. Даже на маленькой кухонке, которая у меня там есть, допустим, чайник, но нету чашек и столовых приборов. Ну, да ладно. С завтрашнего дня я уже собираюсь ездить по разным интересным местам, рассказывать вам о них, показывать. В конце видео я бы хотела рассказать вам о интересных фактах, которые я собрала за все свое время пребывания здесь. Я уже записываю каждый день что-то интересное, что я нахожу, потому что нахожу я очень много всего разного, своеобразного и, конечно же, отличающегося от нашей культуры. Давайте немного поговорим о еде. Мы приехали в местный фастфуд-ресторан Куду. Мой друг зарекламировал его как очень хороший и ничем не уступающий Макдональдсу. Что мне бросилось в глаза, так это 2 входа. Один single section, только для мужчин, второй family section, для женщин и семей. Мы зашли через family section. Вообще, парень с девушкой, будучи не в браке и не брат с сестрой, не имеет права вот так спокойно разгуливать. Но к нам за все время никто не подходил и ничего не говорил. Наверное, с этим уже не так строго. Меню вполне себе типичное: бургеры с курицей, говядиной, картошка, салаты. Мы зашли в один из таких закрывающихся столиков, нигде раньше такого не видела. Один сингл для мужчин только, а второй family, там, где можно заходить с семьей. Вот, поэтому мы с другом зашли через family section, и они закрываются такими занавесками, каждая семья. Короче, очень интересно. Мы заказали обычное меню с картошкой, сэндвичем и содой. Заплатили около $11 каждый. Я бы оценила это место на 6 баллов из 10, так все равно бы предпочла Макдональдс. Мы только что приехали в место, которое называется Winter Wonderland. Это парк аттракционов, возможно, слышно крики на фоне. Место работает только зимой, как можно понять по названию. И нам на самом деле очень повезло, я только что посмотрела в интернете, что это место работает до завтрашнего дня, то есть завтра последний день, и мы просто вот прям впритык успели сюда приехать. Сейчас покупаем билеты онлайн, а здесь нужно платить за вход, это 55 реал, где-то, наверное, 15 долларов. Вот. И за каждый аттракцион ты тоже отдельно платишь. И мы в такое классное время приехали, сейчас закат, очень красивое небо, очень красивый свет.
И я с нетерпением жду, если честно, немножко страшно, вот, но надеюсь, что мы попробуем какие-то разные классные штуки. Здесь и для детей есть, и также для взрослых достаточно много разных аттракционов. Еще такой вид, просто красота, вот, поэтому я прям в таком предвкушении. ألا فاسقني كاسات وغني لي بذكر سليمان والكمان ونغمي. У меня, честно, разбегались глаза от количества разных аттракционов. Хотелось попробовать все. Цены варьировались от 5 до 10 долларов в зависимости от того, насколько аттракцион страшный. Сначала мы пошли на этот аттракцион. Я такое уже пробовала, знаю, насколько это весело и идеально подойдет, чтобы начать. Далее мы пошли на этот аттракцион, и, скажу честно, меня трясло всю очередь. И я уже жалела, что решила сюда пойти. Я переворачивала несколько раз солнышком, и я весь аттракцион просто зажмурила глаза и пыталась въежиться в кресло. Далее мы решили выбрать немножко поспокойнее аттракцион. Он оказался самым классным, в меру страшным, но нас помотало так, что мы чуть голос не сорвали. Короче, поняла прикол. Если на аттракционах я кричу, выбирая слова, которые мне кричать, значит горка не очень страшная. Если я молчу, но я съежилась, закрыла глаза, значит мне пипец как страшно. Обычно, если не страшно, вот просто я ни звука не издаю. Свой день мы решили закончить на колесе обозрения, и это была отличная идея. The name? In my place, Khaleji, it means like the living room of God's countries, or like Wow. a seat of God. So we are from here? Wow. Далее мы направились в ресторан традиционной местной кухни. Это было must-have для посещения. Ресторан называется... Лучше я вам напишу. И выглядит он просто обалденно. Здесь также 2 разных входа. Помещение огромное, большие залы, 2 этажа и все в традиционном стиле. Нас проводили до комнаты, которая также закрывается занавеской. Обычно арабы сидят на полу на ковре, предварительно сняв обувь. На самом деле это очень круто, потому что по максимуму расслабляешься, развалившись на ковре, и чувствуешь такую домашнюю атмосферу. Обед традиционно считается основным приемом пищи и почти всегда включает блюдо из риса, такое как капса. Оно является национальным блюдом Саудовской Аравии. Капса щедро приправлена не слишком острыми специями, и обычно в каждом доме есть свои любимые смеси приправ. Рис подается с курицей, мясом, иногда даже рыбой, а также соусом из помидоров и перца чили, чтобы придать ему остроты. Ну и, конечно, я не могла не попробовать поесть их традиционным способом без использования столовых приборов, а просто правой рукой. И да, они используют только правую руку, а левая должна оставаться чистой. За этот обед мы отдали около $25 на двоих. И, честно, я была в полном восторге от атмосферы данного места. Еда, кстати, была очень вкусной. Ну а сейчас мы находимся на пути во дворец Масмек. Он находится в старом Эр-Рияде. Город здесь выглядит совершенно иначе. В основном здесь проживают иммигранты из Индии, Кувейта, Бахрейна и других стран. Мы припарковали машину довольно далеко, поэтому до дворца надо было еще прогуляться. Мы проходили через рынок и большую площадь.
Туристов практически не было, да и в целом было достаточно спокойно. Крепость была построена в 1865 году и играла важную роль в объединении Саудовской Аравии с битвой Эр-Рияд, один из самых важных конфликтов саудовского объединения, который происходит в форте. Вообще, слово «масмак» или «масмак» означает «толстое укрепленное сооружение», и одно из применений этого форта было как склад для боеприпасов и оружия. С 1995 года крепость была преобразована в музей, демонстрирующий одну из самых важных достопримечательностей Саудовской Аравии. Кстати, на удивление, музей совершенно бесплатный. Внутри я практически не снимала, только один зал с макетом исторического города Эр-Рияда. Кстати, что меня впечатлило, так это история кофе. Мы продегустировали кофе в разных местах, он отличается от района к району, от семьи к семье. Поэтому, скорее всего, два совершенно одинаковых кофе вы не встретите. You're part of the group? No. Как только мы вышли из дворца, мы направились на рынок старых винтажных вещей. Если честно, было очень много классных штук, которые я бы себе хотела приобрести. Но, к сожалению, продолжать путешествовать с ними я дальше не могу, поэтому пришлось просто полюбоваться ими со стороны. Я, в принципе, обожаю такие рынки с антикварными вещичками и предпочитаю приобретать себе такие старинные сувениры, в отличие от современных магазинов. Что за человек, который одел новые кеды и платье в пустыню, где супер пыльно, грязно, еще идет дождь, то есть очень прохладный ветер. Я не знаю, о чем я думала, но вот так вот. Мы только что доехали до места, которое называется The Edge of the World. У меня очень кружится голова, потому что дорога очень неровная, и у нас машина была не совсем подходящая, поэтому было очень сложно ехать, мы тряслись, ехали очень медленно, плюс добавок пошел дождь, и вот мы сейчас вышли, мы ехали, кстати, часа полтора по такой дороге, и вот мы сейчас доехали, еще пойдем немножечко пешком, и сегодня так мрачно, без солнца, но ничего страшного, я думаю, все равно будет красиво. Пустыня была одним из самых главных мест назначения для меня. Мы потратили около 2,5 часов езды от центра Эр-Рияда, и примерно 1 час занимала каменистая дорога в пустыне. Так как мы не хотели испортить шины, мы ехали примерно 20 км в час. Мы решили не рисковать и оставить свою машину чуть подальше, так как боялись застрять.
Кстати, как сказал мне мой друг, в пустыне обычно есть службы или просто добровольцы, которые помогают, если у вас застряла машина. Они клеят специальные обозначения, чтобы люди могли к ним обратиться. They even make hair nice, like makeup, hairs. Hello, sir. Assalamu alaikum. Tears turning up to the party, the golden Мы только что прибыли в место, которое называется «На краю земли». И нам не очень повезло с погодой, потому что сейчас идет дождь, и здесь, в принципе, очень пыльно, но это место просто необыкновенное. Я иду и просто не могу налюбоваться, у меня аж глаза слезятся. Здесь настолько тихо, спокойно, и ты реально ощущаешь, как будто ты находишься на краю земли. Мы сейчас с другом сидели, просто в тишине наслаждались, и это необыкновенное чувство, учитывая, что сейчас у нас везде шум, суета, очень много звуков каких-то. И когда ты приходишь в такое место, ты чувствуешь себя очень умиротворенно, очень спокойно. И иногда стоит реально выбираться в такие места. Безумно рада, несмотря на то, что сейчас идет дождь и очень сильный ветер. И я уже приоделась немножко, потому что это невозможно. В целом очень довольна. И мы сейчас потихоньку поедем домой, потому что темнеет и дорога очень сложная. Я надеюсь, что мы в темноте уже выйдем и из пустыни. Ну а сейчас, как и обещала, я бы хотела поделиться с вами некоторыми интересными моментами, с которыми я столкнулась в Саудовской Аравии. В основном вся активность здесь происходит ночью. То есть утром и днем ты увидишь мало народу в парках, в торговых центрах, но после 6 здесь начинается самая активность, и здесь очень много таких больших торговых центров, где люди прогуливаются до 2, иногда до 3 часов ночи, и это совершенно нормально даже посередине недели. Здесь совершенно нету общественного транспорта. На данный момент он только на стадии строительства, то есть планируется и метро, и также автобусы, но на данный момент нет возможности пользоваться общественным транспортом. Поэтому либо ты постоянно пользуешься такси, либо, как в моем случае, у меня здесь есть друг, который как раз-таки помогал мне с переездами. Ну и, конечно, если ты умеешь водить, то стоит взять автомобиль в аренду. Скорее всего, это будет достаточно дорого, и надо учитывать, что здесь все очень хорошо водят и все очень нетерпеливые, поэтому на дороге нужно быть очень аккуратным. Здесь на самом деле очень мало пешеходных переходов. Можешь часто встретить людей, которые просто перебегают улицы, даже большие широкие дороги, потому что иначе никак. Для пешеходов здесь не так много светофоров. Вероятно, известно, здесь совершенно нету алкоголя. В меню ты не встретишь никаких алкогольных напитков, даже слабоалкогольных. Но, конечно же, если ты очень хочешь повеселиться и выпить, то арабы это делают секретно, они снимают какие-либо дома и устраивают там вечеринки. Алкоголь продается, но это все нелегально, стоит очень дорого, но, конечно же, это есть. Не знаю, насколько в больших количествах, но есть. Как я отмечала ранее в видео, в некоторых ресторанах есть 2 отдельных входа, один для мужчин только, а другой либо для семей, либо для женщин. Так осталось не во всех ресторанах, в основном только фастфуд рестораны, но тем не менее это все еще встречается и уже в меньших количествах, чем раньше. Сейчас здесь все только подготавливается к приезду туристов, и их все еще не так много, но строятся большие парки, метро и так далее. У меня была такая ситуация, что я просто собиралась купить себе открытку, чтобы отправить ее домой в Москву. Но у меня это не получилось, потому что, как оказалось, сувенирных магазинов здесь практически нету. Даже друг не очень понимал, что именно мне нужно найти, а в магазинах не понимали, что такое открытка. Ну и последнее такое интересное наблюдение, когда мы ходили по магазинам, и я хотела купить себе толстовку, оказалось, что нету примерочных для женщин. Есть отдельные примерочные для мужчин,
И если ты женщина и ты хочешь что-то примерить, то ты покупаешь эту одежду, ты идешь в туалет в торговом центре, ты ее меряешь, и если тебе не подходит, то ты ее возвращаешь. Они реально так делают очень часто и могут несколько раз покупать одежду и ее обратно возвращать, если не подошло. Саудовская Аравия покорила меня своим богатством и своей историей. Эр-Рияд растет и развивается с невероятной скоростью. Скоро здесь будет построен крупнейший парк в мире, новая система общественного транспорта, а также самый большой аэропорт в мире. Здесь идеально сочетаются старинные здания, шумные базары, современной архитектурой и роскошными торговыми центрами. Эр-Рияд станет одним из самых посещаемых и туристических мест к 2030 году. Но мне повезло побывать здесь и ощутить настоящую атмосферу данного города еще до приезда туристов.